И снова здравствуйте, говорю я вам, мои дорогие друзья. Не сбавляя оборотов, я вновь подготовила для вас актуальный выпуск, посвященный действующему IEO от REC токена на платформе P2P B2B. Но прежде чем я углублюсь в детали IEO, в двух словах расскажу вам о самом токене и его особенностях. А пока ставьте лайк и подписывайтесь на канал, чтобы и впредь не пропускать мимо себя все самые актуальные новости из мира криптовалют. Итак, что же такое REC токен? Скажу сразу, что REC токен – это проект, который призван приносить пользу стримерам по всему миру. Для этого разработчиками была создана NFT-платформа, способствующая большому разнообразию выражений стримеров для дальнейшего получения ими с этого соответствующего дохода. А чтобы все эти взаимодействия между стримерами и их поклонниками, которые, кстати, легко могут финансировать все то, что делает их любимый стример, работали четко и без изъяна, и был создан REC токен, который в свою очередь создан на базе BSC, что делает его еще более простым и удобным в использовании, так как скорость транзакций и низкий уровень комиссионных издержек в данной сети говорит сам за себя. Но мы сейчас не об этом, а о том, что REC токен – это современный, надежный, благодаря блокчейну, рабочий инструмент коммуникации между стримерами и их поклонниками. Ведь благодаря токену и поддерживаемой его NFT-платформы, дистрибьюторы могут легко продавать свои NFT напрямую своим фанатам. Плюс они легко могут проводить всевозможные мероприятия с собственным NFT, чтобы сделать своих поклонников еще более счастливыми. То есть поклонники могут легко приобретать себе коллекционные NFT от своих любимых стримеров за REC токены, что, как по мне, уже звучит весьма неплохо. Однако и это еще не все. Впоследствии поклонник, купивший себе такой NFT, может легко продать его другому фанату. Казалось бы, обычное дело. Но вот тут-то, как по мне, и начинается самое интересное, так как с каждой перепродажи автор этого NFT будет получать по 0,5% роялти. Однако стоит отметить, что сопровождать данный процесс продажи и перепродажи будет еще и дополнительный процент, что, согласитесь, тоже весьма неплохо. Более того, имея у себя REC токен, вы также сможете отправлять их еще и в стейкинг, за что, естественно, сможете получать дополнительные IPY проценты. Кстати, кто внимательно посмотрел доступную табличку, тот сразу увидел еще один токен, который также готов подарить всем нам дополнительную доходность. Называется же он COS NFT. И если REC токен создан, как я уже не раз повторяла, для стримеров, то COS NFT будет создан для косплееров. Но о нем более подробно вы узнаете чуть позже. Поэтому если вам интересна вся эта атмосфера, то не стесняйтесь и подписывайтесь на официальные социальные ресурсы проекта, ссылки на которые я обязательно оставлю в описании. А пока давайте все-таки вернемся к действующему IEO, который, я напомню, проводится на бирже P2P B2B, где вы, выполняя не слишком сложный ряд действий, можете приобрести себе REC токены, текущая цена которых составляет всего лишь 1 цент за один REC токен. Однако обращу ваше внимание, что данное IEO доступно только для тех участников, у кого уже пройдена процедура проверки личности KYC, так что имейте это в виду. Если же говорить о других сопутствующих деталях, то на участие было выделено аж 30 миллионов REC токенов из 100 миллионов доступных. При этом, как видите, минимальная сумма покупки REC токенов составляет всего лишь 100 монет, что эквивалентно $1 и другим суммам в представленных валютах. В любом случае, ссылку на участие в IEO вы, как всегда, найдете в описании под этим видео. А пока я немного подытожу свой выпуск о REC токене, который можно смело считать крайне перспективным, так как стримеров во всем мире очень много. И если все то, что они делают, они смогут безопасным образом децентрализовать с помощью как самого REC токена, так и создаваемых ими NFT, то, как по мне, все это приведет к абсолютно новому витку развития всего стримингового направления в целом. Так что не исключено, что та цена, которая сейчас актуальна за один REC токен на момент проведения IEO, будет максимально низкой за всю историю его существования. В любом случае, это сугубо мои мысли, и я напоминаю вам, что не являюсь инвестиционным советником, поэтому ответственность за все принятые решения лежит исключительно на вас. Я же лишь благодарю вас за внимание и прощаюсь до своего следующего выпуска, который будет не менее интересным. Поэтому хорошего всем дня и до скорого!